Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас заключительная часть дневника немецкого офицера, который воевал в составе 31-й пехотной дивизии Вермахта. Не забывайте оценить видео, а также оставить свое мнение в комментариях. Ну а мы начинаем. 27 июля 1943 года. Ночь прошла спокойно. В 1:30 прибыл приказ о создании второй линии позиций. В 8:00 капитан фон Липпель, командир 31-го дивизиона противотанковой обороны, получил приказ принять на себя руководство строительством позиций и немедленно разведать очертания этой линии. В 8:45 штаб корпуса сообщил, что противник прорвался у левого соседа. При дальнейшем продвижении левый фланг и в особенности выдвинутый саперный батальон будут под большой угрозой. Получен устный приказ заблаговременно отвести назад саперный батальон. В 12:00 издан приказ командования дивизии о строительстве тыловой позиции. Работы начнутся 28 июля. Командование дивизии стремится, используя все имеющиеся в его распоряжении силы, закончить строительство второй линии как можно быстрее, дабы при дальнейшем отходе, в зависимости от развития событий на Орловской дуге, сражающиеся войска имели готовые позиции. В первой половине дня оживленное движение перед центром участка дивизии. В 16:00 штаб корпуса оперативному отделению. Первое. В ночь с 28 на 29 31-я пехотная дивизия выведет один полк. Для этого 6-я пехотная дивизия принимает участок левого батальона. Установлена новая разграничительная линия между 31-й пехотной дивизией и 6-й пехотной дивизией. До деревни Надежда, как до сих пор, отметка 221.5. Юго-западная окраина Караськова. Выведенный полк уйдет в Добрин в качестве корпусного резерва. Второе. Атака противника на 6-ю пехотную дивизию локализована. 6-я пехотная дивизия ночью отходит назад на линию С. Командир дивизии рассчитывает вывести 82-й пехотный полк. Участки двух других полков будут расширены. Приказ по телефону в 16:45. 37-й пехотный полк в ночь с 27 на 28 июля отходит на позиции С и примыкает к левому крылу 82-го пехотного полка. 37-й пехотный полк использует для отхода мосты через Зака и Ракитня в Караськово. Командование 82-го пехотного полка должно осведомиться у командования 37-го пехотного полка о времени отхода. 31-й саперный батальон без второй роты должен в нынешнем составе и силе оставаться в Караськово до тех пор, пока арьергарда 37-го пехотного полка не перейдут мосты через Ракитня на север. После этого 31-й саперный батальон взрывает мосты, отрывается от противника и уходит в район Добрина. В 19:00 командование дивизии донесло в штаб корпуса. Первое. На протяжении всего дня движение противника с юга к передовой, в особенности у Дяча и Невы, а утром южнее Караськова. Во второй половине дня большое движение телег от высот южнее Дяча к шоссе и обратно. Крупные силы противника окопались южнее Дяча. Все поведение противника свидетельствует о том, что он готовится к наступлению через Ракитня в направлении Зиновьева. Незначительный обстрел из минометов и легкой артиллерии переднего края и из артиллерии средних калибров по глубине. Наша артиллерия обстреляла скопление и артиллерию противника. Незначительная деятельность нашей и авиации противника. Второе. Движение в результате дождя затруднено. В 20:45 командование 12-го пехотного полка донесло: 100 русских спустилось по западной окраине Дяча к берегу Ракитня. В 20:50 командир дивизии приказал 12-му пехотному полку и 31-му зенитному полку совершить огневой налет из всех видов оружия по району заградительного огня 2 и 3. Командование 12-го, 82-го и 31-го пехотных полков в 20:20 донесло, что русские прорвались на стыке 12-го и 82-го пехотных полков. Детали еще неизвестны. В 20:00 командование 12-го пехотного полка донесло, что русские неустановленной численности прорвались в траншеи у 3-го батальона 12-го пехотного полка. Командир батальона немедленно приказал совершить контратаку с силами резервной роты и локализовать прорыв. Обеспечена поддержка 82-го пехотного полка, а также артиллерийская поддержка. Контратакой в 3 часа ночи прорыв противника ликвидирован, захвачено 7 русских. Противник силой до 100 человек был в нашей траншее.
В 3 часа ночи командование 12-го пехотного полка донесло о потерях противника и трофеях. У траншеи насчитан 21 труп, 17 автоматов, 1 пистолет-полуавтомат, 20 винтовок и 3 бинокля. Собственные потери: 2 убитых, 11 раненых, 3 пропавших без вести. В 3:30 31-й саперный батальон вышел из Караськова. Все мосты были взорваны. При оставлении деревни сама деревня была подожжена. 31-й саперный батальон расположился западнее Борисовки. В 4 часа ночи командование дивизии донесло в штаб корпуса. Большая темень прошлой ночью и исключительная малая насыщенность нашей обороны людьми дали возможность противнику подвинуться вплотную к нашему переднему краю. С криком «Ура!» противник силой до 100 человек ворвался на наши позиции на узком участке. Ночной контратакой он частично был выбит из траншеи. На рассвете бой еще продолжался. Противник оказывал упорное сопротивление. Прорыв был совершен на левом фланге 12-го пехотного полка. В контратаке участвовали группы 82-го пехотного полка. Для создания пехотного резерва за левым флангом 7-й пехотной дивизии выводится с позиций 82-й пехотный полк и 1 легкий артиллерийский дивизион. Смену предусмотрено произвести в ночь с 28 на 29 июля. 6-я пехотная дивизия должна принять участок 1-го батальона 82-го пехотного полка. Участок 2-го батальона 82-го пехотного полка должен быть заменен собственными силами дивизии. Вывод этого батальона возможен только в том случае, если дивизия вытянется налево, ибо в глубине в ее расположении никаких сил нет. 31-й саперный батальон не может быть использован, он должен держаться наготове для выполнения специальных задач. Вытягивание налево, учитывая атаки противника, неосуществимо и означает такое ослабление нашей линии обороны, что невозможно будет отражать атаки противника, в особенности ночью. Вывод легкого артиллерийского дивизиона означал бы дальнейшее значительное ослабление оборонительной силы дивизии. Командование дивизии не может больше нести ответственность за удержание позиций. В 4:20 утра командир дивизии лично сообщил начальнику штаба о невозможности выполнить полученные приказы. В 4:45 командование дивизии устно донесло в штаб корпуса о перспективах. В 7:30 противник силой до роты атаковал Удячье. Атака была отбита. В 8:00 200 человек противника в развернутом порядке начали выдвигаться к нашему переднему краю из района вокруг Невы и залегли под воздействием оборонительного огня. В 10 часов командир дивизии информировал командующего корпуса о происходящем усилении противника, в особенности в центре и на левом фланге, и его постоянных атаках против фронтов дивизии. Командир дивизии ясно указал на очень слабую насыщенность нашей главной линии обороны и заявил, что вывод каких-либо частей невозможен. Командующий корпусом обещал доложить об этом командующему армией при сегодняшнем посещении его. В 10:30 было отослано донесение о смене 82-го пехотного полка к группе «Орел-Юг». В 10:40 на представление и повторное указание на собственные силы и на положение противника было получено сообщение от господина командующего корпуса, что проведение приказа о выводе 82-го пехотного полка и легкого артиллерийского дивизиона будет рассматриваться до тех пор, пока не кончатся происходящие ныне бои и положение не станет ясным. В 11:40 и 12:00 на участке 82-го пехотного полка замечено движение 7 танков с посаженной на них пехотой противника. В час дня первый батальон развернутым порядком выдвинулся из района 1-го километра Невы на север к нашим позициям. Под огнем противника залег. В 16:00 начальник штаба корпуса передал приказ командованию дивизии о выводе 82-го пехотного полка. Командир дивизии в 16:40 повторно донес командиру корпуса, что противник перенес центр своих усилий с востока на запад через АК, дабы взломать АК, то есть позиции с тыла. Дивизия находится перед наступающим противником во время смены. Все действующие на передовой линии части будут в движении, а поэтому командование дивизии не гарантирует отражение наступления. Командир корпуса распорядился, чтобы приказ о смене был выполнен только после выяснения положения. 18:55 телефонограмма всем частям дивизии. Первое. Вероятно, сильные атаки противника против всего фронта дивизии в ночь с 28 на 29 июля. Второе.
Чтобы помешать приготовлениям противнику к наступлению, следует совершить следующие трехминутные огневые налеты из всех видов оружия пехоты и всей артиллерии. 28 июля в 20:05, в 21:05, в 22:35. 29 июля в час ночи, в 2 часа ночи, в 3 часа ночи. Командир 31-го зенитного полка должен обеспечить содействие корпусной артиллерии и артиллерии соседей. Третье. Все находящиеся за передней линией, то есть обозы, артиллерийские передки и так далее, должны с 9 вечера до 3 часов ночи находиться в повышенной боевой готовности. В 20:25 командующий корпуса приказал сменить первый батальон 82-го пехотного полка и перевести его в готовность во враге Удобрина. Командующий корпуса добавил, что это является ясным приказом командования армии, и что этот батальон в случае наступления противника будет дан в распоряжение командования дивизии для обороны и контратаки. Приказ о выводе первого батальона 82-го пехотного полка был получен командованием 82-го пехотного полка в 9 часов вечера. А работы на второй линии обороны еще не начались, ибо позиция снова была изменена, а штаб корпуса не в состоянии был дать точные указания. 29 июля 1943 года штаб корпуса проинформировал, что по показаниям летчика сбитого самолета противника на 29 июля запланировано наступление при мощной поддержке штурмовиков в направлении Зиновьева. Все части дивизии немедленно были проинформированы по телефону о замыслах противника. В 2 часа ночи 12-й пехотный полк отправил 2 ударные группы южнее Зиновьева. В 3 часа ночи атакой до 50 человек против 17-го пехотного полка около деревни Свобода противник прорвал нашу оборону, но контратакой был выброшен из траншей. Захвачено 3 русских. Наши потери составили 1 унтер-офицер и 1 солдат. В 3:30 утра 1-й батальон 82-го пехотного полка был без каких-либо помех сменен батальоном 6-й пехотной дивизии. В 7:40 утра 3-я рота 31-го дивизиона противотанковой обороны снова подчинена дивизии и переведена 258-й пехотной дивизией. В 10:00 она по приказу штаба корпуса передислоцировалась в Добринский остров. Разведан маршрут через мосты через реку Аку к центральному участку 6-й пехотной дивизии. В роте из-за длительного участия в боях и тяжелых дорожных условиях большие потери. В боевой готовности только 34 человека, из них 2 условно. Командование дивизии донесло об этом в штаб корпуса. В 10:30 из штаба корпуса сообщили новые линии обороны. Разведка и строительство 2А поручены командиру 31-го саперного батальона, 2Б командиру 31-го дивизиона противотанковой обороны. К работам привлекаются все захваченные русские, наличные гражданские силы, а также вся дивизионная школа и новоприбывшее пополнение. Новое пополнение составляет 300 человек. В 12:00 был издан приказ командования дивизии о переустройстве оборонительных позиций. В течение дня противник повторно атаковал силой до батальона наши позиции, но был отражен массированным огнем из всех видов оружия. Командиры артиллерии совместно с командирами пехотных полков установили те районы, где противник на протяжении дня вклинился, и которые, вероятно, будут служить ему исходными позициями для штурма. Из этих районов противник вечером будет выбит. В 17:00 телефонограмма всем частям дивизии. 29 июля будут совершены следующие огневые налеты из всех видов оружия пехоты и всей артиллерии. В 20:30 17-й, 12-й и 31-й пехотные полки ведут массированный огонь по Дьяче. В 20:40 12-й пехотный полк и 82-й пехотный полк ведет массированный огонь по Неве. В 20:45 12-й, 82-й и 31-й пехотные полки ведут массированный огонь по Дьяче Восток. В 17:30 командиры полков донесли командиру дивизии свои суждения о положении, учитывая предстоящий вывод 2-го батальона 82-го пехотного полка. В 17:45 командир дивизии донес командиру корпуса, как прошел день, свою оценку положения, а также соображения против вывода 2-го батальона 82-го пехотного полка. Приказано вывести батальон. Приказ о выводе батальона устно передан в 19:00. В 19:00 оценка положения.
Есть признаки того, что противник эшелонированно изготовился у Жезлова, Дячья и Невы. Командование дивизии считает вероятным сильное наступление противника. В первую очередь ночью, когда противник попытается уберечь себя от артиллерийского огня, от которого он до сих пор нес очень серьезные потери. Дороги для автомашин непригодны. Для конного транспорта пригодны только частично. В 23:15 штаб корпуса передал оперативному отделению дивизии. Разведывательные команды 82-го пехотного полка должны доложиться на КП 7-й дивизии 20 июля в 12:00. Дневник прерывается. Если честно, то это моя любимая фраза. На этом сегодня все. Если понравилось видео, то поддержите его лайком, а канал подпиской. Всем пока. До новых встреч.